Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Всем добрый день. В данном видео я покажу, как я рисую глаза своим куклам вязаным. Сейчас вы видите примеры нарисованных моих глаз, уже оформленных кукол. В 90% случаев я рисую глаза. У меня на канале уже есть видео про материал и про краску глаз, но в данном видео я покажу процесс от и до. Итак, я буду делать глаза вот этой кукле. В предыдущем видео мы делали ей губы, сейчас пришло время глаз. Сначала я хочу нарисовать вам на листочке формы глаз, какие можно делать глаза. Самый простой вариант — это сделать вот такой глаз, который сверху и снизу примерно одинаково симметричный. Такой формы. Еще можно сделать снизу побольше расстояние, вот так, а сверху более сглажено. Такой вариант глаз у меня тоже был. И еще вариант наоборот, сделать сверху побольше, а снизу поменьше. Тогда лицо куклы будет улыбаться. Ну, еще можно придумать много вариантов, конечно, прорисовки, но я использую в основном вот эти два способа. То есть чаще всего глаз у меня имеет вот такую форму, примерно вот так вот сверху. И здесь я делаю вот побольше с этой стороны, а здесь сужаю. Примерно вот такой глаз у меня. Ну, может быть, вот так еще чуть-чуть. И, соответственно, второй глаз симметричен. Теперь выражение глаз тоже можно сделать разное. От этого будет зависеть и выражение всего лица. Можно прорисовать зрачки вверх. Тогда будет кукла как бы смотреть кверху кокетливо. В этом случае нам нужно оставить побольше вот этого белого расстояния и прорисовать зрачок и радужку ближе к верху глаза, например, примерно вот так вот. Вот это будет черным, это будет цветом глаза. Кукла будет смотреть кверху. Это очень схематично, конечно. Я делаю, стараюсь сделать, чтобы кукла смотрела вперед все-таки. Сейчас еще один глаз нарисую. Побольше. И я стараюсь перерисовывать радужку поближе к нижнему краю глаза. То есть примерно вот так вот. И сам зрачок, он у нас как бы круглый, он идет большая часть на глазу тоже. И вот эту верхнюю часть мы не видим, мы ее не рисуем, не прорисовываем. То есть примерно вот так вот я делаю. Этой части нету, остается только вот эта часть, и тогда кукла будет смотреть вперед. Также возможны варианты более сглаженной радужки, то есть вот так вот примерно. И, соответственно, зрачок тоже. В общем, форму глаз всегда я меняю, у меня нет одинаковых глаз, в зависимости от образа, который я хочу. Следующий момент, рисую еще глаз. Если мы определились уже с формой и тем, куда будет смотреть кукла, принцип закрашивания радужки и зрачка. Ну, примерно вот так вот у меня идет обычно глаз, примерно вот так вот получается. Я делю вот так визуально для себя от края до края, такую полосочку провожу. И вот эта часть у меня будет светлым, более таким светлым тоном, а вот эта часть радужки у меня будет темным. Например, если я рисую синие глаза, то здесь у меня будет более голубой цвет, а здесь темно-синий. Причем вот здесь я сглаживаю этот переход, всегда размазываю
Примерно так. Соответственно, зрачок у нас вообще черный всегда. И глаз выглядит примерно вот так. И вот здесь я обвожу цветом вот таким. То есть, если синие глаза, то темно-синим цветом я делаю обводку. Если, например, это карие глаза, то здесь светло-коричневый, плавный переход в темно-коричневый, здесь черный и здесь темно-коричневая обводка. Вот такой примерно у меня принцип рисования глаз. И они получаются обычно довольно живые. Конечно, потом я еще делаю блики, там, по желанию, места выбираю. Иногда я вот здесь оставляю тоже капельку краски, какой-нибудь светленькой, светло-коричневый. И прорисовываю еще по краям весь глаз, я обвожу черным цветом. Сейчас я покажу, как именно я это делаю, не по самому глазу, а по боку. То есть примерно вот такой глаз у меня получается обычно. Я уже прорисовала вот одни глаза, у меня 2 куклы в работе. Это хочу поближе вам показать. Сейчас фокусирую. Вот этот переход, видите, снизу голубой, сверху синий, темно-синий, обводка темно-синяя и черный зрачок. У меня вот эта кукла. Сильно не пугайтесь, но такая у меня синяя кукла. Это для нее глаза. Располагать я их буду вот так вот примерно. На голове сделаны специальные впадинки для глаз. Сначала всегда выглядит не очень, но потом, когда они уже приклеены, сделаны реснички, брови, то уже выглядит нормально. Пока вот такая страшилка, но в принципе я вам показываю только принцип, как это делать. И давайте перейдем к самой прорисовке. Я рисую на фоамяне. Тонкая пластичная замша. Толщина 0,5 мм. Вот такой фоамян. У меня есть видео отдельное про него. Поэтому сейчас я не буду останавливаться подробнее. Вот я отрезала такой маленький кусочек. И буду сейчас рисовать глаза. Я рисую просто простым карандашом. Это довольно мелко, поэтому я вам сначала показала на крупном. Примерно такого вот размера глаза будут у меня. Я вырезаю глаз, затем кладу его рядом, обвожу и вырезаю. Но иногда я просто рисую сразу второй. Тут так уж, если есть опыт, то потом можно подрезать, если что. Ну, примерно вот такие глаза. Сейчас не буду подробно вдаваться в форму, очень простенько сделаю. И вырезаем. Переворачиваю другой стороной, конечно же, не там, где у меня карандаш. Сравниваю глаза, примеряю на куклу, маленькие, большие, увеличить, уменьшить. Мне кажется, нормально. Только наоборот, так класс. То есть так вот. Голова небольшая, потому глаза тоже небольшие. Для рисования я использую акриловые краски. Нужен белый цвет, черный цвет
И цвет радужки у меня это будет синий. Также нужна тоненькая кисточка. У меня вот такая синтетическая номер 0. Не знаю, не разбираюсь в кисточках. Просто вот такая кисточка, очень тоненькая. Вода и нужна салфетка, чтобы вытирать кисточку, потому что нам вода не нужна. После высыхания определитесь с местом, где будет глаз. Попробуйте выше, ниже, ближе к носу, дальше от носа. Так, чтобы взгляд был вперед у куклы. И после этого приклеивайте. Для приклеивания я использую либо клей Момент Кристалл, либо просто силиконовый клей любой. Не используйте горячий пистолет, потому что горячий клей плавит фоамиан, он деформируется и теряет плоскую форму. Приклеиваю я следующим образом. Я наношу клей на поверхность, где у меня будет приклеен глаз, то есть на саму голову, а также на внутреннюю поверхность глаза. И только после этого я прикладываю глаз сюда, как бы клей сцепляется с клеем сам с собой, и глаз держится хорошо. Если намазать только глаз и сразу приклеить к голове, то он может потом отвалиться, потому что клею не с чем сцепиться, и с вязанием он цепляется не очень. Поэтому нужно намазать и там, и там. После приклеивания я наношу белые блики, 1 блик или 2 блика по желанию, на каждый глаз. И после этого я покрываю лаком для ногтей, просто прозрачный лак. Либо, если хотите придать блеска глазам, то можно использовать вот такой лак с блестками. Я просто покрываю кисточкой на 1-2 раза каждый глаз аккуратно уже после приклеивания. И все. И после этого остается сделать реснички, вышить или нарисовать брови. Это уже по желанию, как вам нравится. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео.